Итак, всем привет, ребята! И сегодня у нас будет, наверное, сверхполезное видео для вас, потому что я решила записать очень полезный контент, где я расскажу про основные техники работы с подсознанием. Это очень крутые, очень рабочие, очень действенные техники, и если вы ими займетесь и сможете их взять и использовать с умом, то вы сможете просто горы свернуть в работе над собой. Решила записать я это, потому что очень многие ребята, которые начинают работать по методике отключения подключек, они не до конца понимают специфику, что значит отключение подключек и как это работает. В принципе, о подключках я говорила очень много всего, и в первую очередь то, что я постоянно говорю и на чем я делаю акцент, но почему-то многие его не слышат, это то, что подключки не работают просто так. Подключки, они всегда цепляются на крючки. Крючки — это некоторые блоки, как раз-таки те блоки и те какие-то иллюзии, ложные убеждения, которые у нас находятся на уровне нашего подсознания, которые мы для себя принимаем, считаем их верными, и именно эти блоки являются основными крючками, на которые сидят подключки. Поэтому, когда мы начинаем работать с подключками, невозможно решить все свои проблемы путем того, что мы кричим «подключка отвались», и при этом верим в те самые убеждения, продолжая исполнять те контракты, на которые эта подключка подсела. Условно говоря, если мы, допустим, испытываем какое-то чувство, плохое, нехорошее, которое нам, не совсем присуще, и мы понимаем, что это действие подключки, мы начинаем говорить: подключка отвались, все, прочь от меня, я больше не хочу этого всего и прочее. Мы запускаем определенные процессы в нашем организме, то есть что мы отвергаем какие-то определенные вещи. Допустим, у нас есть убеждение, что я какая-то некрасивая, страшная или еще что-то, такой банальный пример, допустим. И пока мы будем в это искренне верить, эта подключка, условно, этот контракт будет питаться, на это будет сливаться горы энергии, мы будем чувствовать себя ужасными, страшными и так далее на уровне своего подсознания, и даже где-то не поймем, что энергия уходит именно туда, потому что каждый раз, когда, смотря в зеркало, мы такие будем проходить и думать: вот же, я ж такая какая-то некрасивая, страшная, еще что-то. Кстати, могу отметить по отзывам ребят, по их работам, по тому, что они мне высылают фотографии, условно, до и после их работы над собой, работы как раз-таки с подсознанием, с отключением подключек, с осознанием самого себя, своей сути, возвращения, самого себя себе, любви к себе и прочего, я могу отметить, что ребята реально начали выглядеть гораздо лучше, то есть не на свой возраст, просто, как некоторые пишут, время пошло вспять, то есть реально очень до и после это просто небо и земля, очень сильные изменения. И лицо, и тело, и прочее. Я вам тоже об этом говорила, что когда ты отключаешь подключки, то у тебя и сутулость уходит, ты сразу расправляешь плечи, то есть эти зажимы, которые есть в твоем теле, эти стрессовые напряжения в твоем теле, которые идут на уровне подсознания, которые идут от тех глубинных блоков, которые в нас вкладывают, начиная с самого детства, на которых как раз-таки кормятся эти все подключки. Именно они дают то, что мы стареем сильно рано или как-то начинаем плохо выглядеть, и все. Именно они нас выжимают, как лимоны, образуя то, что мы превращаемся в какую-то измятую кожуру, условно, очень-очень быстро. Поэтому, когда мы начинаем отключать все это дело, когда мы начинаем возвращать свою собственную суть, начинаем возвращать все, любовь к себе и прочее, то есть убирая все эти ложные, чужое, что в нас вложено, мы начинаем возвращать свою молодость, мы начинаем возвращать самого себя, силу свою, красоту своего тела и прочее.
Итак, ну давайте ближе к сути. Что же многим мешает, кто говорит, я пытаюсь отключить подключки, они не отключаются? Что же вам мешает, почему же эти подключки не отключаются? Все потому, что как раз техника, которую мы берем в поверхностном растождествлении, да, что вот это не моя эмоция, я этого не хочу, я хочу другого. Причем я сразу хочу отметить вам очень важную деталь. Техника отключения от подключек должна работать в совокупности с методикой личных границ. Только вместе, когда они будут складываться, все будет работать и тикать как часы. То есть, когда мы отключаем подключки, мы должны сразу же тут же выстраивать свои личные границы, условно строить самого себя, строить новые правила для своей реальности и прочее. То есть, я не хочу вот так, как я хочу по-другому, мы делаем другой выбор, пустоту мы должны чем-то заполнить. Условно, это все уже начинается работа над собой. То есть это не просто подключка отвались, это более глубокая работа выстраивания нового себя, выстраивания своих личных границ и прочее. Я много рассказывала про личные границы, этого очень много есть в Солнечном клубе, есть на канале тоже про личные границы в том числе. Также новый фундамент построения собственной личности, пожалуйста, есть на Дзен-классе у меня. Это все доступно, это все можно почитать, с этим можно ознакомиться, также очень много лонгридов на сайте, пожалуйста. Дальше, когда мы будем совмещать методику, первое, подключек, второе, личных границ, да, отключение подключек плюс личные границы, у нас начнется уже вот эта работа внутренняя над собой, уже вот это вот все начнет двигаться с мертвой точки. Методики, которые я даю, методики растождествления, методики того, что мы убираем все чужое от себя и начинаем возвращать собственную суть, это не волшебная таблетка, это работа над собой. И когда мы убираем вот это чужое и народное, это все должно быть, еще раз говорю, чем-то заполниться. Мы должны вернуть себя, вернуть свою суть, понять, где у нас забрали наше, да, какое-то убеждение о мире, о чем-то этом хорошем таком, да, о себе, допустим, и внедрили ложное понимание себя, допустим, что мы считали там в детстве, что я очень красивый или какой-то замечательный, вроде как я хороший, а нам внушили, что мы некрасивые, нехорошие, там страхи ошибок, страхи еще чего-то, все это можно вытаскивать. Нужно вытаскивать и прорабатывать. Как раз тогда эти крючки уберутся, и эти подключки реально отвалятся, и вы станете свободны от их влияния. Пока же вы будете находиться под их влиянием, будете в это верить, будете это все нести в своем подсознании, это ничего не отвалится. Поэтому я говорила тоже в свое время, в клубе я точно упоминала, не знаю, на ютубе упоминала или нет, не могу всего упомнить, но я говорила несколько раз о том, что очень хороший психотерапевт или психолог может, сам того не осознавая, просто отчекрыживать подключки у людей, тупо убирая крючки, на которых они сидят. Вот здесь вы должны понимать, что в первую очередь все эти подключки держатся на наших глубинных блоках, и именно эти блоки являются дырками, условно дырками в наших личных границах, в нашем энергополе, с которого у нас и высасывают вот эту энергию. Итак, сейчас мы уже перейдем к техникам, которые помогут вам найти вот такие дыры, найти вот эти блоки, вот эти убеждения, ложные, иллюзорные представления о мире, через которые вас качают. Итак, первая очень хорошая техника, которую я постоянно даю, говорю о ней, очень часто повторяю, не знаю, на ютубе я вроде тоже про нее упоминала, в клубе так точно я постоянно про нее говорю, это техника свободного письма.
Кто не знает, что это за волшебная техника такая? Это техника работы с подсознанием, техника, которая нам может очень хорошо помочь все наши блоки вот просто вытащить наружу и проработать. Итак, что нам понадобится для этой техники? Нам понадобится ручка, листочек, тетрадка, лучше дневник какой-нибудь, или если вы не любите писать и для вас это тяжело, вы можете это писать в заметках на телефоне, неважно, в вордовском файле печатать, либо же просто говорить на диктофон, как вам будет проще. Для каждого нет определенного правила того, как вы должны именно эту технику прорабатывать в виде там вордовского файла или в виде печатной машинки или еще что, неважно. Самое главное не в этом, то есть каждый выбирает для себя удобный для него формат. Самое важное в стиле свободного письма — это то, что мы начинаем писать абсолютно все мысли, которые приходят к нам в голову, записывать их и озвучивать. К примеру, мы, допустим, выходим на какой-то свой блог, или, допустим, мы понимаем, что у нас есть какая-то эмоция. Ну, давайте, допустим, негативная эмоция, которая меня преследует всю жизнь, какой-то блок, который не дает мне шагнуть дальше. И, допустим, я этот блок назову вот так. Допустим, я боюсь совершить ошибку, да, вот я боюсь шагнуть вперед, потому что я думаю, а вдруг там меня ждет ошибка, да. И мы начинаем за собой, кстати, самое важное еще, да, мы должны начать за собой замечать. Каждый раз, когда мы чувствуем вот эту негатив какой-то, который у нас идет, да, извне, или который в нас просыпается, мы не просто должны кричать: подключка, уйди, подключка, отвались, но и понимать, то есть, а почему это появляется, а откуда это идет, а что же является вот этой вот основной, как сказать, вот корнем этого всего, откуда это все выходит. И когда мы начинаем как раз-таки эти корни искать, допустим, да, страх совершить ошибку, откуда у меня этот страх, а откуда он взялся, а почему я так себя веду, а почему этот страх, и тут мы должны полностью растождествить себя с этим страхом, то есть мы должны понять, что это не наш страх, этот страх это не я, это что-то, это блок, вот как раз-таки что-то, что мне инородное, просто в голову в мою всадили. Это и есть то, что я вам говорила про клетку вашего сознания, где вас запихали самих в клетку, в собственной вашей голове, из которой вы выйти не можете. Это тот самый социальный программинг, который используют для того, чтобы просто промывать мозги людям. Но это ладно. И тут мы должны вот этот социальный программинг у себя найти, все эти ложные убеждения и прочее. Итак, как мы это делаем? Значит, берем тетрадку там или что у вас, вордовский файл, еще там диктофон и начинаем. То есть начинаем это все записывать, начиная со слов там, почему я боюсь там, не знаю, пойти там открыть свой бизнес или еще что-то, что там вам мешает или насчет чего вы там взрываетесь, почему я там взрываюсь и так сильно негативирую, когда ребенок размазывает кашу по, не знаю, по столу там или еще что-то. Все, мы задали вопрос, и потом мы начинаем записывать и проговаривать абсолютно все, там, неважно, в диктофон или что, записывать абсолютно все свои мысли. Вот как у нас идет поток, да, в сознании, так мы и пишем. Без разницы, куда нас там понесет. Даже если мы начнем думать вообще про что-то левое, мы пишем все, вот все, что у нас идет из головы, все это пишем. И потом, поверьте мне, перечитав то, что вы написали, вы увидите, что по сути все на самом деле на поверхности, и в этих словах ваше подсознание вам расскажет, что, где и почему, разложит по полочкам. И на самом деле наши мысли, которые идут, да, я вам говорила, что это не наши мысли, да, очень много мыслей, которые мы думаем, что ты там страшный, ты ужасный, ты еще какой-то. Если мы дойдем с вами до глубоких
моментов проработки себя, поверьте мне, вы потом начнете вообще слышать голоса этих мыслей, и вы поймете, что этот голос даже не ваш, а начинает говорить вам, допустим, вот какая-то страшная, когда ты там подходишь к зеркалу и думаешь, вот у тебя там нос картошка, там еще что-то, а потом, когда вы уже начинаете растождествлять это все, когда вы начинаете проработки глубинные, вы начинаете прям слышать то, что эти голоса принадлежат не вам, это голос вашего одноклассника, который сказал вам там когда-то в 1 классе, что у тебя там нос картошкой, или эти голоса говорят вам голосом мамы или папы, который говорил вам, что ты занимаешься ерундой там и прочее. То есть это все вложенные кем-то ложные представления о том, как вам надо жить. И это все вы должны понимать, что вы являетесь бенефициаром собственной жизни. Только вы должны решать, как вам жить, как вы хотите себя видеть, кем вы хотите себя видеть, что вы хотите воплотить здесь, да, в этой жизни, как вы хотите эту жизнь прожить и прочее. Никто не должен за вас решать, как вам жить. Только вы сами можете решить, каким вы себя хотите видеть, каким вы хотите себя реализовать и прочее, прочее. Никто не имеет вам права это диктовать, даже там условности какие-то этого общества. Итак, когда вы вот это все на поверхность, всю эту муть поднимете через технику ту же самую свободного письма, то дальше это уже вопрос второй. Переосознание этого, допустим, там, да, в 1 классе мне там мальчик сказал, что у меня нос картошкой, поэтому теперь я всю жизнь думаю, что я страшная. И дальше мы переосознаем это. То есть мальчик говорил, потому что, допустим, мы ему нравились на самом деле, или чтобы нас позлить, или еще что-то, да, но на самом деле я красивая, нос у меня не картошка, и он замечательный, хороший и так далее. То есть, опять же, мы возвращаемся к вопросу личных границ и переосознания чего-то, мы делаем другой выбор. То есть основная задача проработки и переработки всей этой системы, которую вам вложили в голову, это поиск того ложного убеждения, крючка, который вам запихали просто в глотку. Вы этот крючок достаете, убираете, а потом заполняете тем, что действительно является вами и вашей сутью. Вы находите себя, по сути, вы начинаете очищать самого себя от той грязи, которая на вас налипла извне. Это такой некий процесс принятия душа, мытья головы, я не знаю, там тела, да, очистки самого себя и прочее. И возвращаясь к этому же, второй момент, через который мы можем вот это все делать. Итак, второй момент очень хорошей работы с подсознаниями, это то, когда мы начинаем разговаривать с нашим подсознанием на доступном ему языке, то есть на языке, который идет через окружающее пространство, через восприятие окружающего пространства, проделывание чего-то и ассоциация это с тем, что наше подсознание должно проделать внутри себя. Итак, первое, когда мы моемся, как раз-таки вот мы с вами говорили про принятие душа, да, когда мы с вами моемся, мы можем представить, вот как отмывается вот эта вся грязь и прочее, то есть мы в процессе там, я не знаю, натирания себя виходкой или что вы там делаете, да, просто смывание воды и так далее, мы можем прям руками вот так вот представлять, как мы там убираем вот эти какие-то комья грязи с себя, смываем их и прочее. То есть для нашего подсознания это будет образно понятно, для чего нам нужно избавиться от вот этих блоков и прочего. И нам нужно представить, что наше тело действительно вот находится в какой-то вот такой вот, ну не знаю, образной грязи, то есть которая состоит из вот этих блоков, соцпрограмм и прочего, и мы очищаемся от них, да, раскрывая свою настоящую суть. Допустим, у нас там рука там в какой-то земле испачкана, мы смываем эту землю, да, это черное какое-то пятно с себя, и видим красивую, вот она, нашу настоящую кожу, нашу настоящую красивую руку и так далее. То есть это уже физический заход, да, для работы с подсознанием. Также очень хорошо есть такая техника, которая тоже обязательно сработает, это
то, что когда мы наводим порядок дома. Я думаю, все из вас наводят порядок дома, но это как бы очевидно, мы там пылесосим, вытираем пыль, убираем вещи какие-то по своим местам и так далее. Так вот, в процессе, когда мы убираемся дома, мы можем также нашему подсознанию давать то, что, допустим, мы не просто убираемся дома, а то, что мы убираемся в своей голове тоже, что вот этот процесс, который у нас будет происходить, то есть уборки вот такой вот, да, вот этих вот всех блоков и прочего, это как наведение некого порядка и чистоты у нас дома, то есть у нас дома не только во внешнем окружающем пространстве, но и у нас дома в нашей собственной голове и в наших нейронных связях. И третью технику, которую я вам сегодня дам, она тоже физическая, и она вам тоже поможет безмерно в том, чтобы выходить на то, что у вас внутри не так. Смотрите, очень хорошая и крутая техника, это техника с куриными яйцами, неважно, куриные, перепелиные, какие вам там больше нравятся. Конечно, если вы не едите яйца, допустим, вы можете заменить это чем-то, какими-то орешками, допустим, грецкими орехами в скорлупе, либо там, я не знаю, американский орех есть, да, разные орехи в скорлупе, которые мы можем разбить, или кокос, или еще что-то. В общем, главное, чтобы у этого чего-то была внешняя оболочка, то есть и было какое-то внутри вкусное содержимое, да. Почему я говорю про яйца и почему я беру именно яйца? Потому что яйца это белковая пища для нашего организма, это очень такая полезная пища, да, которую он воспринимает для себя чем-то очень вкусным, питательным, полезным для формирования себя, для того, чтобы мне расти, быть здоровым, красивым и так далее. Поэтому яйца в этом плане как ассоциация очень-очень положительные. Итак, что нужно делать? Эта техника может кому-то показаться какой-то, может, смешной или что, но через эту технику можно выходить на очень глубинные блоки, если ее правильно использовать, а также мы запускаем определенные процессы на уровне нашего подсознания, разговаривая с ним понятным для него языком. Смотрите, мы берем, допустим, десяток яиц, неважно, сковородка там или что у вас, и мы начинаем эти яйца разбивать, представляя, что вот это яйцо, это как мы, да, что у нас внутри есть определенные такие блоки, которые у нас как скорлупа, то есть, что мы как будто настоящий я, да, или моя настоящая суть находится вот в таких вот блоках скорлупе. На самом деле вы должны понять, что сейчас мы говорим о том, что в психологии называется травмой. То есть травма – это то, что определяет дальнейшее поведение человека на протяжении всей его жизни. Так вот, эта травма, она действительно выглядит так, что внутри находится вот эта часть сознания, которая закрыта, да, за 7 печатями, вот в этой вот скорлупе, которая ограждает эту часть сознания условно от внешнего мира. И вот эта травма, вот эта скорлупа, она и есть как некий блок такой, который не дает вот этой части выбраться наружу. И мы должны нашему подсознанию сказать, то есть показать, что на самом деле вот то, что закрыто внутри этой травмы, вот эта суть, это что-то прекрасное, это как раз-таки вот эта светлая наша часть, это мы, прекрасные, красивые, замечательные, такие вот, что хорошие, любимые и прочее, это вот это белок, да, вот эта сердцевинка этого яйца, которая очень полезная, питательная, замечательная, и она очень нужна нам для того, чтобы расти, развиваться и так далее. И поэтому, когда мы начинаем эту скорлупу бить и разбивать, мы представляем, как мы разбиваем вот эту вот внутреннюю скорлупу, то есть скорлупу вот этих травм, которые нам когда-то нанесли, и что на самом деле вот это вот свое внутреннее нутро, оно замечательное, красивое и классное. И дальше мы, разбивая, убирая эту скорлупу, можем приготовить эти яйца как нам вообще угодно, как нам больше нравится. И, допустим,
там, сделав тот же самый омлет или яичницу, и съесть их для того, чтобы организм понял, что вот то, что у нас действительно внутри, то есть этих трав находится, этой скорлупы, оно действительно очень питательная, замечательная, белковая, прекрасная пища. То же самое мы проделываем с орехами, там, кокосами или чем вы там яйца замените, неважно. Самое главное — это суть процесса и то, что мы в него вкладываем, именно тот образ, который мы будем запускать как некий физический процесс для нашего подсознания. Также я уже давала определенные техники, как нам можно энергетику дома чистить, да, что смывать тряпкой, допустим, там с солью, немножко солить водичку, смывать тряпкой пыль с полок, там полы мыть и представлять, что мы еще и энергетику, да, тоже очищаем, это понятно. А теперь я хочу дать очень хорошую технику, которая нам поможет именно наши эмоции прорабатывать. То есть, когда вы будете выходить на вот эти глубинные эмоции, там, скорее всего, вот в этой травме, когда вы будете соприкасаться, там будет клубок такой из каких-то эмоций, которые будут очень-очень глубинные, которые будут вот вырываться наружу, и это будет огромная боль. Итак, каким образом мы можем проработать и выплеснуть эти эмоции наружу? Ну, во-первых, мы можем прокричаться, это, конечно, всегда помогает. Во-вторых, слезы это замечательный способ проработки эмоций. Эмоции выходят вместе со слезами, мы можем также понять, как эти слезы выглядят, что это за эмоция, почему она идет и так далее, позадавая себе элементарные вопросы. Также мы можем выплеснуть это не только в виде слез, но и на бумагу. Можем также в стиле свободного письма, да, это все выкричить на бумагу, если мы не можем это как-то вот прокричать воочию, да, ртом, то мы можем прокричать это на бумаге, можно прокричать это в Word крупными буквами, в общем, как вам будет удобно. То есть выплеснуть эти эмоции на бумагу можно, если у вас не идут слова, но вы чувствуете эмоции, можно их выплеснуть в краске. То есть берете лист бумаги, я не знаю, альбом там для рисования и начинаете рисовать, то есть выплескивая на бумагу, какого цвета эти эмоции, что вы хотите нарисовать, что вы хотите вот выплеснуть, может быть, какие-то образы будут приходить вам и прочее, прочее. То есть эти эмоции должны выходить. Кому-то хочется побить посуду, бейте посуду, можете взять какую-то старую посуду, да, которая вам не очень сильно нравится, и вы давно хотели от нее избавиться, выйти куда-нибудь, я не знаю, на улицу, на мусорку там или куда, и побить эту посуду просто, потом это убрать, все выбросить, и пойти и купить новую посуду. Это, кстати, тоже будет для подсознания очень хорошим таким моментом проработки, потому что посуда — это что-то, из чего мы едим, то есть и для подсознания это тоже очень понятное такое образное сравнение, то есть едим — это не только, понимаете, пища, которую мы поглощаем, но также для подсознания это информация, которую мы поглощаем, то есть вообще даже во сне, если мы что-то едим, то это может быть не просто там пироженка или что-то еще, что ты там себе покупаешь для того, чтобы съесть или еще что-то, это информация, которую мы поглощаем с пищей, вот, и смотрите, тут то же самое, то есть тарелка — это то, из чего я ем, то есть то, из чего я ем информацию, то, из чего я ем какую-то полезную для себя еду и прочее. Для подсознания это тоже будет важно, поэтому можно тоже самое сделать, разбить там какие-то старые тарелки, которые нам не нравятся, от которых мы хотим избавиться, убрать их из своей жизни и закупить красивую, классную новую посуду, из которой нам будет очень приятно эстетически есть. Это нам тоже подсознательно запустит определенные процессы. Конечно, есть много других техник, которые можно использовать, и я также их давала, в клубе, по-моему, давала тоже, но основные это вот, которые вы можете тоже использовать, частью из них я делюсь с вами.
Я надеюсь, вам они очень сильно помогут для работы над собой, потому что эти техники, они, еще раз скажу, очень действенные, очень крутые и очень классные. Поэтому, если вы их возьмете в работу и действительно займетесь, то они помогут вам проработать очень многие блоки, которые мешают вам жить, вернут вам радость внутреннюю, вернут вам вашу внешнюю красоту, которую где-то у вас, если вы себя считаете некрасивым, у вас кто-то отобрал, и помогут вам, конечно же, в восстановлении своей собственной сути и возвращению самого себя себе, наконец-то. Вот такая вот тавтология. Но у меня на этом все. Всех вас люблю, обнимаю. Приятной вам работы над собой. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.